В начальной школе Бруксайд в Бостоне утро начиналось, как обычно, с детского смеха и шума. Во 2 классе дети оживленно обсуждали вчерашние игры, делились секретами и спорили о том, кто быстрее решит задание. Только за последней партой тихо сидела худенькая девочка с опущенной головой — Эмили Картер. Ее руки, как всегда, были спрятаны под столом. Мисс Грейс Уокер, учительница с внимательным взглядом, заметила это. Она подошла к парте, присела, чтобы оказаться на уровне глаз девочки, и мягко сказала: «Эмили, ты не хочешь присоединиться к остальным и порисовать?» Девочка слегка качнула головой, не поднимая глаз. «Все ли в порядке? Можно взглянуть на твои руки?» — спросила Грейс. Эмили прижала их к животу и отвернулась. Когда прозвенел звонок на перемену, дети выбежали на школьный двор. Эмили осталась сидеть. В коридоре Грейс встретила тренера Райана Митчелла, учителя физкультуры. «Она опять не вышла?» — спросил он. «Нет», — вздохнула Грейс. «Она всегда прячет руки. Дети стали ее сторониться». Позже, на математике, Эмили потянулась за упавшим карандашом, и Грейс заметила под ногтями темно-красные пятна и грязь на мизинце. В конце дня у ворот стояла высокая женщина с холодными глазами. Изабелла Картер, мать девочки. «Мисс Картер, мне нужно поговорить о вашей дочери», — начала Грейс. «У меня ночная смена», — резко ответила та. «С Эмили все в порядке, она просто чувствительная». На следующий день на уроке труда детям раздали ножницы и цветную бумагу. Эмили долго не брала ножницы, а когда взяла, лезвие соскользнуло, и она порезала палец. Кровь выступила мгновенно, но девочка не издала ни звука, только прикрыла рану другой рукой. Вбежала школьная медсестра Хелен Брукс, опустилась перед ней на колени и аккуратно сняла повязку. Кожа вокруг ногтя была опухшей, из-под нее сочился желтый гной. «Здесь что-то застряло. Возможно, дерево или пластик», — пробормотала Хелен. «Нужно в медпункт». В медпункте дежурный врач доктор Эндрю Коллинз пинцетом извлек крошечный прозрачный осколок. «Это не случайность», — тихо сказал он мисс Уокер. «Такие вещи не попадают под ногти сами». Директор школы Генри Рид, тренер Митчелл, медсестра Брукс и Грейс собрались на экстренное совещание. Решили уведомить социальные службы. Когда Изабелла пришла, она встретила их холодно. «Думаете, я мучаю ребенка?» — усмехнулась она. «Эмили просто грызет ногти, когда нервничает». Через несколько дней на уроке рисования Эмили снова порезалась. Доктор Коллинз обнаружил под ногтем фрагменты стекла и пластика и отправил отчет в детскую больницу Бостона. Там дело попало к доктору Самуэлю Харрису. Вместе с ординатором Рэйчел Мур он извлек из пальцев девочки 12 посторонних предметов. Стекло, пластик, тонкие металлические фрагменты. «Это было сделано намеренно», — сказал он. «Ни один ребенок не сделал бы себе такое сам». Социальный работник Джонатан Паркер встретился с Изабеллой. Она отрицала, но признала, что с ними живет друг по имени Дэмиан Росс. Проверка показала, что у него есть история домашнего насилия. Джонатан и шеф полиции Дэвид Смит решили проверить ситуацию. Джонатан сидел за столом в департаменте соцслужб. Он перечитывал показания Эмили, сделанные под наблюдением психолога Беттани Грин. Девочка говорила, что Дэмиан заставлял ее вставлять под ногти острые осколки. Если она отказывалась, он угрожал ударить мать. Джонатан позвонил Дэвиду. «Нам нужно поговорить о друге семьи Картер. Это Дэмиан Росс». «Я уже проверил», — ответил Дэвид. В 2016 году у него было дело о домашнем насилии. Жертва отказалась давать показания. Через час они встретились у школы. Мисс Уокер подтвердила, что видела высокого бородатого мужчину, от которого Эмили бежала к машине. Она посоветовала поговорить с миссис Мэри, соседкой напротив. Пожилая женщина встретила их у двери с тростью.
«Вы насчет Дэмиана?» — мрачно спросила она. «С первого дня он мне не понравился. Кричит грубый. Не раз слышала, как девочка плакала по ночам. Бывало, мебель гремела». «Видели, как он обращается с Эмили?» — спросил Дэвид. «Да. Как-то она уронила пакет молока. Он схватил ее за руку и потащил в дом, как мешок с мусором. Изабелла шла за ними, молчала», — рассказала мисс Мэри. Гараж, где работал Росс, был в промышленной зоне. Жестяная крыша дрожала от ветра, в воздухе стоял запах масла. Внутри ревел двигатель мотоцикла. «Дэмиан Росс», — громко окликнул Дэвид. Высокий мужчина с неухоженной бородой вылез из-под мотоцикла, вытирая руки тряпкой. «Кто спрашивает?» «Шеф Дэвид Смит. Полиция. Это Джонатан Паркер из социальной службы. Нам нужно поговорить об Эмили Картер». «Она не мой ребенок», — отрезал Росс. «Но вы живете вместе», — сказал Джонатан. «Есть свидетели, что вы грубо хватали девочку и тащили в дом. Она вас боится». «Эта старая соседка все напридумывала», — огрызнулся Росс. «Я дисциплинирую детей по-своему». «Дисциплина — это не осколки под ногтями», — жестко сказал Джонатан. Лицо Росса дернулось. В это время Дэвид достал фото с камеры. Росс тащит Эмили за запястье, девочка с испугом оглядывается. «Мы проверим все», — сказал Дэвид. «И вы ответите». «А почему вы не трясете ее мать?» — бросил Росс. «Она уже под следствием», — ответил Джонатан. «Скоро и вы будете». Записи подтвердили слова мисс Мэри. Эмили под наблюдением Беттани Грин рассказала, что Росс заставлял ее причинять себе боль, угрожая матери. На основании показаний, медицинских отчетов и видео Дэвид выдал ордер на арест. Росса задержали в гараже. Он отрицал, но не смог объяснить, как предметы оказались под ногтями ребенка. В суде доктор Харрис и Беттани подтвердили, травмы не могли быть случайными. Свидетельства соседей, заявления сотрудников школы и медицинские заключения составили тяжелую доказательную базу. Суд оставил Росса под стражей до приговора. Процесс вызвал широкий резонанс в местном сообществе. Люди обсуждали, почему долгое время бедствие оставалось незамеченным, как важно внимательное отношение учителей и медперсонала, и какие механизмы защиты должны работать быстрее. Эмили направили на программу реабилитации. Психологическое восстановление шло постепенно. Первые месяцы девочка не могла спокойно смотреть в глаза взрослым, часто просыпалась по ночам и просила лечь рядом с ними. Беттани и команда терапевтов использовали игровой подход, арт-терапию, упражнения на доверие и простые дыхательные техники, чтобы помочь ей вернуть ощущение безопасности. В школе ввели дополнительные меры, конфиденциальные каналы для сообщения о насилии, обучение персонала, признакам бедствия у детей и тесное взаимодействие с социальными службами. Через несколько месяцев терапии Эмили перестала бояться и завела друзей. Она стала смелее поднимать руку на уроках, ее смех снова зазвучал в классе, и один из самых трогательных моментов произошел, когда она подарила доктору Харрису последний рисунок. Изображение дома с открытой дверью и надписью «Я больше не боюсь». Для многих этот рисунок стал символом надежды, напоминанием, что даже после самой темной истории может наступить свет. Дело также послужило толчком для общественных инициатив. В районе появились горячие линии, кампании по информированию семей о признаках насилия и волонтерские программы помощи детям из уязвимых семей. Школа Бруксайд стала примером того, как внимательность и скоординированные действия взрослых способны предотвратить дальнейшее страдание и подарить ребенку шанс на нормальную жизнь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.